Всем привет на моем канале. В этом видео мы распакуем, настроим и просмотрим функционал, также комплектацию вот такой вот смарт мультимедиа приставки с AliExpress. Я уже рассказывал в предыдущих своих видео, что, кстати, если вы смотрите видео позже, сейчас март 2020 года, как раз был коронавирус, ну в принципе остается, и соответственно эта приставка была заказана до того и уже была отправлена ранее, соответственно пришла вот как раз вовремя. Но те приставки, которые я заказывал как раз в пик, где-то январь, так вот февраль, они до сих пор даже не отправлены и не уехали. Уже месяц прошел и их даже никто не отправил. Так что там проблемы все-таки есть. Эта приставка была заказана раньше. Стоит она $27. Заказал ее потому, что здесь 4 на 32 и по такой цене. Это один из самых дешевых вариантов на AliExpress с вот такими вот характеристиками и соответственно комплектацией. Сейчас распакую и покажу вам, что там внутри. Вот такая коробочка пришла, кстати, неплохого качества. Названия здесь нет, TV-бокс только лишь. И вот тут вот характеристики 6К, 4 на 32 и вот такие вот картиночки. Какие-то еще описания. Но это все не важно. Важно то, что внутри. Вот так вот. И вот так вот. Все. Достали полностью. Так, видим здесь пульт. Пульт с блоком программируемых кнопочек под телевизор. И, собственно, такой же пульт, у меня точно такой же пульт на старой А95 приставочке, которая уже, наверное, лет года 4. Вот. Точно такой же пульт. Я думаю, подходит даже к ней. В комплекте даже есть HDMI и даже неплохого качества. Он даже потолще, чем тот идет, который в комплекте с тюнерами 1218. Инструкция кое-какая. Пульт, который совсем не такой, как у нас. H265 TV-бокс. Ну, я так подозреваю, что инструкция не совсем оттуда, куда ее положили, потому что дальше мы подключим и посмотрим меню, и, соответственно, оно не такое. Убираем в сторону. Блок питания. Все стандартно. Блок питания, как правило, это 5 вольт, 2 ампера. Так и есть. И, собственно, сама приставочка. Вот в такой пленке она, и мы ее уберем. И мы видим здесь вот что-то вот наподобие, наверное, дисплея. В общем-то, смотрим. Синий USB порт, соответственно, он 3.0. Рядом еще один USB порт. OTG кабель. TF, карта памяти. Видим здесь SPDIF разъем. Разъем AV 3.5 на 3 RCA, HD, подключение HDMI кабеля и LAN порт, ну естественно питание. То есть мы видим, здесь есть два USB порта и один из которых по идее 3.0. Что здесь? Вентиляция. Здесь вот такая вот прикольная штучка. 6К Transpeed Ultra HD. Вот, ну и наверное должен быть дисплей. Так, вот тут мы видим супер описание, Transpeed 6К 4 на 32 и MAC-адрес. Все. Больше никаких опознавательных данных у этой приставки нет. Подключим-ка ее к розеточке. И меня интересует наличие. Вот, смотрите, здесь есть дисплей. Вот это уже прикольно. Подсветочка такая синенькая, интересная. И дисплейчик, на котором, я так понимаю, будут отображаться часы. Ну вот сейчас вот процесс загрузки boot, что тоже очень удобно. Так, по характеристикам, которые были обещаны продавцом на AliExpress, процессор Allwinner A6, 4-ядерный, 64-битный Cortex A53, 1,4 ГГц. GPU Mali T720, оперативы здесь 4 ГБ, ПЗУ 32 ГБ. Видео 6К, 4К, в общем-то 6К 30 кадров в секунду, 4К 60 кадров в секунду, 1080 60 кадров в секунду. Wi-Fi, Bluetooth, двухдиапазонный, кстати, Wi-Fi 2.4, 5 LAN порт до гигабита. OTG, HDMI 2.0 и USB 2.0 и 3.0. Система Android 9.0.
версия Bluetooth 4.1. Дальше я подключу к этой приставке вот такой вот пульт, обзор на который я уже делал. И, как мне сказали, он называется G20S с голосовым управлением. Вот такой. И мы подключим ее и посмотрим стартовое меню и какие параметры нам выдает. Вот. Так, запускаем наше устройство и видим надпись Transpeed и сайт официальной поддержки. Нужно понимать Android и запуск стартового экрана. Видим здесь приложение YouTube, Play Market, Netflix, видеобраузер, мои приложения, мои файлы. Но первым делом, что бы я сделал, зашел в настройки и изменил язык. Это делается вот здесь, Device Preferences, Language, и выберем уже более понятный нам язык. Вот таким вот образом. Все, дальше уже будем рассматривать пункты меню и приложения. Основное это Settings, то, что нам будет интересно. Что мы имеем здесь? Сеть и интернет, Bluetooth. Здесь мы можем подключиться к Bluetooth. Естественно, сеть и интернет. Здесь мы будем подключаться к Wi-Fi. Также здесь настройки IP-адреса и прочие настройки. Ну, сразу можем подключиться к Wi-Fi. Жмакаем на название нашей сети. Выходим и смотрим дальше. Заходим в пункт настройки устройства и сразу же просмотрим информацию об устройстве. Так, мы видим название Transpeed, модель, версия Android 9 и номер сборки. Вот такая информация у нас о телефоне, как написано здесь. И если выйти из этого меню вот сюда, то можно попасть в вот такой вот пункт меню с вот такими вот пунктами. Это в принципе одно и то же, но более красочно для Android. Так, ну дата и время, я думаю, всем понятно. Установка даты и времени. В настройках звука есть вот такие пункты. Настройка экрана, ориентация экрана и разрешение. Здесь позиция экрана, чтобы подогнать ее под размер вашего телевизора. Также функция HDR, цветовое пространство для HDMI и различные настройки изображения. В пункте хранения мы можем посмотреть на нашу память и приложения, которые стоят на данный момент. В спецвозможностях включить, к примеру, я всегда это делаю, высококонтрастный текст для удобства. Здесь есть сброс и безопасность и ограничения. YouTube из коробки будет следующим, вот таким вот образом, более похожим на тот, который на телевизорах на Smart TV. Вот здесь, кстати, есть пункты очистка памяти. Если вот сюда нажать, можно сделать вот такую вот процедуру Stop All. Здесь можно выбрать разрешение, а здесь настроить Wi-Fi сеть. Ну и само собой по нажатию на время поставить настройки часов. Далее заходим в мои приложения, видим следующие пункты. Здесь галерея, музыка, App Market, Cartoon HD, Chrome, File Manager, Live TV, Weather, Street Basketball, Play Market, OS Update, Netflix, Miracast, Google и YouTube. Попробуем App Market, который предлагается с этой приставкой. Видим следующее приложение. И нужно понимать, что это приложение чисто под эту приставку и свой какой-то маркет. Можем